Илья, ну, пожалуй, ремонт 2018 можно назвать даже более масштабным, чем ремонт 2017. Всего в этом году будет отремонтировано 42 объекта. И почти все объекты – это магистральные улицы. Откапиталить собираются всю улицу Ленина, участки на улицах Брянская, Калинина, Шахтеров, Молокова и других. Всего на ремонт выделили 1 миллиард 700 миллионов рублей. Я хочу отметить, что 2 объекта в списке значатся как переходящие, те, которые не успели закончить в прошлом году. Это Гайдашовка и Коммунальный мост. Причем подрядчик по ремонту моста так и не найден до сих пор. Напомню, с прежним подрядчиком компании «Сибиряк» мэрия контракт расторгла. Нового планирует найти до конца апреля. Все те работы, которые мы не приняли, это асфальт над Абаканской протоки. Мы будем демонтировать и укладывать новые. Но без тела моста уже. Будет зачищено и покрашено перильное ограждение, будет отремонтирована лестница сходная и поработаем с деформационными швами. То есть тот минимальный набор работ, который мы произведем в этом году по коммунальному мосту. Для того, чтобы более подробно, более внимательно углубиться в проектно-сметную документацию, для того, чтобы сделать уже настоящий капитальный ремонт этого объекта. Еще в этом году будут доделывать настоящий ремонт еще одного объекта – проспекта Мира. Пожалуй, проспект Мира – это такой символ прошлогодней разрухи. Тогда подрядчик ничего сделать не успел, его оштрафовали на десятки миллионов, а потом расторгли контракт. В итоге из-за ремонтного сезона проспект ушел только с новым асфальтом и больше, по сути, ничего. В этом году будут устанавливать новые опоры освещения. Кстати, они тоже должны были появиться в прошлом году, но сроки постоянно отодвигались. Еще нужно нанести дорожную разметку, поставить светофоры и благоустроить тротуары. На все про все 180 миллионов рублей. Вот только загвоздка подрядчика тоже все еще нет. В мэрии успокаивают, найдут и скоро, ведь начаться работы должны уже примерно в июне. Вся эта ситуация печально напоминает ошибки, которые допустили год назад. Ремонт уже на носу, а подрядчиков нет, контрактов нет по таким важнейшим объектам, как Мира и Коммунальный мост. Есть опаска, да, что некоторые торги просто проведут где-нибудь в месяце июне, а подготовочные работы будут производиться в июле, в августе только начнут работать, а в сентябре, не дай бог, пойдет снег или большие осадки, то, естественно, с этим не успеют. Не успели в этом году и с проведением публичных слушаний. Точнее, они-то будут, но прямо в день старта ремонта дорог. 10 апреля в 7 часов вечера в городской администрации. Вполне логично, что слушания должны проводиться заранее. В прошлом году их проводили даже зимой. А сейчас люди до сих пор не видели ни одного проекта. Что мы имеем? Миллиарды на ремонт, 42 участка, незнакомые для горожан проекты и нехватку подрядчиков. Сейчас их 5. Каждому сразу по несколько объектов. Это компании ПК ДСУ, Красдорстрой, Красдорремстрой, Сфера и Сибагропромстрой. Последняя, в частности, займется ремонтом улицы Молокова. Причем Сибагропромстрой ее уже ремонтировал в 2014 году. Тогда сроки по ряду объектов были затянуты, а позже, через год, выяснилось, что ремонт был проведен некачественно, и подрядчику пришлось устранять дефекты. Трещины в асфальте, посыпавшиеся бордюры и некачественно уложенную брусчатку. И все это за свой счет. Все работы должны завершиться уже к 25 августа. И говорят, что в этом году точно не будет, как в прошлом. И все обещают сделать в срок. Ну что ж, время покажет. Илья. О дорожном ремонте и продолжаем эту тему прямо сейчас с нашим гостем. У нас в студии Владислав Анатольевич Логинов, первый заместитель главы города. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Ну вот были названы те самые точки, которые пока вызывают вопросы. Вот первое, основное, это проспект Мира. Что будет с ними, когда станет понятно, каким проспект Мира будет? Официальная презентация тех элементов благоустройства, которые сейчас сформированы проектировщиками, официальная будет на Красноярском экономическом форуме 11 апреля, там, где будет рассказано, какие элементы благоустройства и каким образом это будет сделано. То есть это значит, что-то будет совсем другого уровня, раз презентация на КЭФе? Да, это новые, некие новые подходы к благоустройству, это замена покрытие брусчатки, это элементы освещения фасадов, это новые элементы озеленения. Но, в общем, это все для обсуждения, для того, чтобы все решения были приняты сбалансированно, с участием и общественного мнения. Ну, продолжаем двигаться по центральным улицам. Улица Ленина, когда ожидается, что будет определен подрядчик и когда работы начнутся? Мы рассчитываем, что до конца следующей недели мы аукционную документацию уже разместим, поэтому процедура будет запущена и рассчитываем на определение подрядчика в течение последующих 45 дней. Ну, коммунальный мост, который тоже вызывает определенные вопросы. С коммунальным
мостом разобрались. То расторжение, которое произошло, уже все-таки произошло, юридически свершившийся факт. У нас освободились деньги, которые мы тоже до конца следующей недели рассчитываем разместить и продолжить работу несколько в ином формате. Это замена асфальтобетонного покрытия, для того, чтобы проезжая часть все-таки была комфортной, правильно сделанное покрытие. Для нас сегодня это очень важно. Но вот это все будет происходить без перекрытия. И как можно это сделать? Полного перекрытия не будет. Перекрытие будет по элементам, по этапам, по направлениям движения. Сначала одно направление движения, потом другое направление движения. Полного перекрытия коммунального моста не будет. Ну, мы уже слышали про ту самую дату, 25 августа. Я правильно понимаю, что к тому моменту город должен быть, что называется, с иголочки и готов? Действительно, 25 августа – это та точка, к которой мы должны подойти с высокой степенью готовности. Все объекты у нас должны иметь завершенный вид, элементы благоустройства должны быть восстановлены. Есть у нас участки, где нам необходимо будет продолжать посадку еще деревьев и зеленых насаждений. Это осенний период, который требует именно осенних посадок. Но это связано с природными условиями. Поэтому посадку еще будем продолжать. Ну, очевидно же, что только силами подрядчиков и только в рамках государственных контрактов город в нормальный вид не провести. Потому что даже если мы говорим по проспекту Мира, есть проспект Мира, который будут делать, но есть же еще и прилегающие центральные улицы. Действительно, абсолютно верно. Мы можем провести эту работу, провести благоустройство города в полном объеме только при участии бизнеса, участии торговых центров, участии других каких-то учреждений, ресторанов, кафе, которые должны позаботиться о себе. Мы должны сделать это все вместе. И, как говорит глава города, нам нужно начать с себя. Начать с себя и представителям бизнеса, и собственникам зданий, и, что немаловажно, управляющие компании. Нам важно, чтобы управляющие компании вошли в некий элемент соревнования, и каждая управляющая компания бы показала, каким образом должны выглядеть их дома, прилегающие территории, микрорайоны. Только совместными усилиями. Очень надеемся на молодежь. Никто сегодня не будет заставлять молодежь идти и выполнять какие-то работы. Это должен быть тренд сезона, и глава города об этом не раз говорил. Тренд сезона. Давайте вместе, давайте начнем с себя, давайте начнем со своего порога, и тогда все вместе мы придем к тому результату, который все горожане хотят видеть. Только совместными усилиями. Кстати, а если у представителей бизнеса, ну так бывает, возникают какие-либо там проблемы, сложности, например, часть территории, это их территория, часть муниципальная, они готовы сделать все, куда им обращаться? Безусловно, им надо обращаться сначала в администрацию района, и все районы, администрации района с удовольствием примут и с удовольствием помогут организовать взаимодействие. Земельный участок под благоустройство в законодательном порядке будет им предоставлен. Земельный участок муниципальный. Это предусмотрено у нас сегодняшним действующим законодательством. Ну и заключительный вопрос, к сожалению, мало эфирного времени. Я знаю, что глава города в том числе ставил задачу пересмотреть принцип озеленения Красноярска. Что в этом плане изменится? Вы знаете, мы сейчас очень глубоко задумались о комплексном озеленении. Действительно, комплексное озеленение имеет более высокий результат. Просто посадить дерево – это не результат работы. В комплексе, во-первых, деревья должны быть крупномерные, мы должны результаты видеть сегодня, а не смотреть за маленьким кустиком, когда он через 10, через 20 лет вырастет. Горожане должны видеть результат сегодня. Поэтому, первое, переходим на крупномерные деревья для того, чтобы они именно сейчас радовали наши глаза. Комплексное озеленение – это не только газоны, но это некие элементы геопластики, это некие возвышенности, это какие-то природные камни, которые должны присутствовать в ландшафте. В общем, это целая интересная такая разработанная общественностью, озеленителями история с хорошими предложениями, и мы их готовы будем обсудить. Короткий вопрос. Закончилось время, но есть уверенность, что все получится? Уверенность есть, что все получится, потому что эти сигналы мы получаем от бизнеса, от жителей, от горожан, от управляющих компаний, от всех. Готовность высокая и желание добиться результата тоже. Спасибо. Не хочется лишних слов. Как сказал Сергей Васильевич, наша команда – это команда дела, а не команда, которая ведет какие-то разговоры. Владислав Логинов, первый заместитель главы города Красноярска, был сегодня в студии «Воскресных новостей». Говорили о том, что предстоит Красноярску, и о том сроке, когда Красноярск должен быть готов. 25 августа.